сегодня ситуация очень тревожная. Сегодня те события, которые происходят на Ближнем Востоке, они заслонили немножко палестино-израильский конфликт. И у многих создаются неправильные впечатления или иллюзии о том, что будто бы эта проблема может быть отложена в долгий ящик, она потеряла актуальность в свете тех событий арабской весны, событий в Сирии, событий вокруг Ирана, и что можно, может быть, под шумок кому-то решать свои собственные проблемы так, как они хотят это делать. Это совершенно не так. И любое промедление в нахождении справедливого решения этой проблемы, оно, как говорится, смерти подобно, потому что вообще в мире не осталось практически мест, где имеет место оккупация земли. А оккупация города, части города, скажем, да, который является действительно местом святынь великих авраамических религий, она сегодня выглядит совершенно недопустимым для нашей современной жизни. Идет быстрое изменение характера, демографического состава населения, характера территории. Продолжается, к сожалению, строительство поселений, они растут. И это вызывает большую тревогу, потому что, как думают многие аналитики, если еще подождать несколько лет, то просто негде будет создавать арабское палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, как того требует международное право резолюции Совета Безопасности. И надо срочно что-то делать. Мир делает недостаточно, и все мы делаем для этого недостаточно, поэтому инициатива проведения Дня Кудса, Дня Иерусалима, Яум аль-Кудс, я думаю, это очень хорошая инициатива, особенно своевременная сегодня. Она сегодня горящая, она сегодня очень нужна. Проблема Иерусалима, проблема Палестины была и остается в центре сегодняшней мировой истории. Это осевая проблема. И отношение к Палестине и к Иерусалиму является пробным камнем для всякого политика, для всякого политического течения. Сегодня в мире произошла поляризация двух макролагерей. С одной стороны, все более наглеющая международная бюрократия, связанная с межгосударственными, надгосударственными, в особенности негосударственными структурами, которая стремится позиционировать себя как главную принимающую решение силу. А с другой стороны, национальные суверенитеты, которые ведут арьергардные бои, пытаясь отстоять суверенитеты своих национальных государств, своих территорий. Но это не единственные силы, они две, и они, так сказать, занимают все пространство воображения, они как бы являются главными акторами на мировой сцене. Но есть третья сила, которую мы условно обозначаем исламское пробуждение. Это политический ислам, который властно заявил о себе, начиная с площади Тахрир, и до этого, конечно же, были предвестники, но начало этому исламскому пробуждению было положено исламской революцией в Иране в феврале 1979 года. И эта революция является архетипом, моделью и тем двигателем, той динамо-машиной, которая запустила на самом деле механизмы исламского пробуждения, независимо от того, касается ли это шиитов или суннитов. И Иерусалим является осевым пунктом, а палестинский народ и проблема Палестины являются осевой проблемой, которая является, стали показателем того, насколько подлинно, насколько аутентично те
исламские силы, которые претендуют на то, чтобы участвовать вот в этом громадном судьбоносном процессе исламского пробуждения. Когда Аятолла Хамейни, великий Аятолла Хамейни, лидер великой исламской революции в Иране, провозглашал этот день как некую святую обязанность для всех мусульман отмечать этот день, последнюю пятницу Рамадана. Я думаю, одна из его целей, задач заключалась в том, чтобы еще каждый мусульманин, не только мусульман, но каждый человек, он оценил свое отношение к этой проблеме, сверил свои какие-то внутренние ценностные ориентиры с тем, что называется Иерусалим, Аль-Кудс. Когда я вспоминаю об этом дне, об этом дне Иерусалима, то прежде всего я вспоминаю и восхищаюсь великим палестинским народом. Великим палестинским народом, который вот уже много десятилетий борется в совершенно невыносимых условиях против мировой гегемонии, против мирового империализма, против Запада, против Соединенных Штатов, против сионизма. И давайте не будем лицемерить. В истории за последние 100 лет было много примеров, когда десятки народов потерпели окончательное поражение, когда они не сопротивлялись, когда они перестали сопротивляться, когда они потеряли свою идентичность. И если вспомнить, то, к сожалению, это касается и целого ряда народов в нашей стране. Когда культурная экспансия, ценностная экспансия, она привела к тому, что фактически народ переродился. Другое дело мы видим с палестинцами. Палестинцы, наоборот, несмотря на тяжелейшие условия вот этого борьбы, они, вот этой самоидентификация палестинцев, она укреплялась, усиливалась. То есть палестинский народ сейчас гораздо больший народ, чем он был там 60-70 лет тому назад. Это день и Аль-Кудс, день солидарности с народом Палестины, день, в который мы говорим, думаем, молимся об освобождении Иерусалима от оккупации и от угнетения. Это день, как справедливо сказал Гейдар Жахевич, который каждый человек должен соотносить себя с этой проблемой и с этим днем. Он как оселок проверяет политический взгляд и политическую позицию, он отсекает демагогию и пустословие от как бы реальной позиции, реальной поддержки палестинского народа. Я сейчас был в стране, где, собственно говоря, которая выдвинула Палестину в члены Организации Объединенных Наций, в Норвегии, которые до сих пор находятся под впечатлением от чудовищного массового убийства, которое устроил обезумевший, кто-то говорит, неонацист, а кто-то говорит, находящийся в трезвом уме и здравой памяти, и имеющий огромную поддержку в западном обществе господин Брейвик, который сейчас на судебном процессе оправдывает то, что он сделал. Я напомню, что расстрелял он именно лагерь молодежи, которая поддерживала палестинцев. Среди погибших было очень много активистов пропалестинского движения. Это были десятки молодых людей. Среди них вместе с ними погибли их палестинские братья. Там были и мусульмане, и люди из Российской Федерации. Там были чеченцы, там были кавказцы, которые тоже пали. Кто-то пал жертвой, кто-то был тяжело ранен. Действие Брейвика не действие одиночки. Действие Брейвика — это продуманная террористическая атака западного мира, западно-либерального мира на традиционные ценности народов. Брейвик атаковал и в его лице западный либерализм и западная система угнетения атаковала не лагерь молодых интернационалистов, которые поддержали палестинское движение, а атаковали именно ислам. Брейвик заявляет об этом. Он атакует именно то политическое видение, которое позволяет сегодня палестинскому народу сопротивляться. Я хочу сказать, что не только мусульмане, конечно, сражаются в палестинском движении. Православные христиане, которые составляют меньшинство в палестинском народе, вместе с тем многие годы задавали тон в этой политической борьбе. Мы не забудем
и имена Джорджа Хабаша, мы не забудем имена тех выходцев из православной общины палестинского народа, которые вписали свои имена в эту борьбу. День Кудса – это сражение против насилия вообще. Это движение против односторонности, одностороннего подхода любой группы. Это день, то есть против географического изменения мировой карты насильственным путем. Мы видим сегодня то, что происходит в Сирии. Мы видим, что западные страны уже применяют те же формулы, которые раньше применяли в отношении Палестины, уже хотят насильственным путем и проводить в Сирии. День Кудса – это день старания для всеобщей справедливости. И поэтому я прошу российский народ, чтобы рука Африки с иранским народом и мусульман всего мира, чтобы они тоже дорожили этот день и выступали против одностороннего подхода западных стран, а также чтобы выступали против насилия. К сожалению, мы видим, что сегодня в Ираке, в Афганистане, в Ливии и в Сирии в 21 веке мы уже являемся свидетелями этих явлений, чтобы российский народ тоже солидаризировали свое мнение и то есть старание с этим днем. Когда в 1979 году духовный лидер Ирана имам Хомейни предложил последнюю пятницу священного месяца Рамадан объявить днем солидарности с палестинским народом Аль-Кудса, некоторые вообще не поняли, что это за идея. Некоторые были даже удивлены. А некоторые начали понимать, что это является философией Исламской Республики. Философия Исламской Республики является справедливость. А справедливость самым грубым образом нарушается именно в Аль-Кудсе, в Палестине. Поэтому это становится с каждым днем фактором, важнейшим фактором международной политики. В этот процесс вовлекаются многие народы и разные страны. И с каждым годом этот день становится действительно днем, когда люди сверяются, насколько идеи справедливости понимаются адекватно ими, народами, правительствами и так далее. Иерусалим как никогда нуждается в поддержке, поскольку он подвергается варварским попыткам изменить его исторический и религиозный облик. Мне кажется, что события, которые происходят в последние 2 года на Ближнем Востоке и в арабском мире, также связаны с некоторыми планами, касающимися судьбы Иерусалима. Поскольку попытки со стороны американской администрации о создании однополярного мира однозначно коснутся и судьбы Иерусалима. И мы все свидетели заявления американских руководителей в отношении статуса Иерусалима. Однополярный мир по-американски – это самая страшная катастрофа для всего мира. Мы уже как арабы ощущаем. Достаточно привести пример разрушения и жертв в Ираке, в Ливии и многолетних страданий палестинского народа и в Сирии. Здесь я хочу поблагодарить Россию за противостояние этому страшному, разрушительному, однополярному миру, по-натовски. А мир должен быть многополярным, где соблюдаются интересы всех религиозных и политических законов и течений. В этом спасение Святого Иерусалима.